Что может заставить поэта бросить вызов самому могущественному правителю Востока? 30 лет труда, предательства и месть, высеченная в веках. В конце X века, когда арабский язык громил персидскую культуру, как варвары, античные храмы, слепой старец Рудаки произнес пророчество: «Наш язык не умрет, пока живет стих». Его ученик Абуль-Касим Фирдоуси взял эту эстафету. Он задумал невозможное. За 3 десятилетия превратить разрозненные мифы Ирана в эпос, который станет щитом нации. 60 тысяч строк, каждая — алмаз, отточенный до блеска. Но за величием Шахнаме скрывалась драма, достойная ее героев. Султан Махмуд Газневи, покоритель Индии, любил роскошь и славу. Услышав о гении Фирдоуси, он пообещал: за каждый стих золотой динар. Поэт верил, его труд оценит потомство, но и царская щедрость не помешает. Когда шедевр был готов, султан прислал серебряные дирхамы. Сумма в 10 раз меньше. Придворные шептались: мастер шиит, а наш повелитель суннит. Его стихи пахнут ересью. Фирдоуси не стал молчать. Он написал 100 строк яда. Царь, чье слово ветер, а душа прах, пусть имя его сгинет во тьме. Сатиру спрятал в рукав и бежал из Газны, как бегут от чумы. Легенда гласит, когда султан прочел сатиру, он дрогнул. «Поистине я поступил как скряга», — воскликнул Махмуд и отправил караван с 60 тысячами золотых в Туц, родной город поэта. Но судьба смеялась над ними обоими. В день, когда верблюды вошли в ворота, Фирдоуси умер. Деньги получила его дочь, и по велению отца отдала их на строительство караван-сарая. «Пусть путники помнят, как султаны обманывают мечтателей», — сказала она. Сатиру Махмуд приказал сжечь, но Шахнаме выжила. Через века ее строки звучали на площадях Тегерана в дни революции, а миниатюры с героями эпоса Рустамом, Сиявушем, Захаком стали символами свободы. В 1934 году шах Ирана, желая заслужить любовь народа, построил мавзолей Фирдоуси. На открытии плакали седые аксакалы. Он победил не мечом, а словом. Сегодня Шахнаме переведена на 50 языков. Ее цитируют президенты и школьники. А рукописи с позолотой хранятся в Лувре и библиотеках Оксфорда. Но главная тайна эпоса не в битвах драконов с богатырями. Она в том, как один человек, обиженный и обманутый, подарил миру историю, где правда и красота побеждают даже смерть. Фирдоуси не получил своего золота, но обрел нечто большее – бессмертие. Ведь пока жива Шахнаме, живет и он, в каждом слове, в каждом сердце, что бьется в такт древним стихам. «Сгори я в пламени, рассыпься в прах, но слово, брошенное в мир, не тронь. Оно переживет и смерть, и страх, как звезды переживают ночь и тень». Дорогие друзья, ценители вечной мудрости и любители персидской поэзии, представьте, будто мы с вами сидим на расшитом узорами топчане под сенью вековых чинар, а в руках у меня старинная рукопись, чьи страницы пахнут шафраном и тайнами. Каждое мое видео – это не просто выпуск, а сундук с сокровищами, который останется с вами навсегда. Пересматривайте его с детьми, делитесь с внуками, обсуждайте за семейным дастарханом. Здесь нет случайных слов, только истории, которые учат видеть красоту в доброте, а силу в мудрости. Почему этот канал как сад Руми? Чистота. Ни единого намека на политику, осуждение или желтые сплетни. Только факты, проверенные временем, как строки Хафиза. Лекарство для души. Мои аудиорассказы – это ширазское вино для ума. Они вернут вас в эпоху, где честь ценилась выше кладов, а слово поэта было крепче стали. Безопасно для самых юных. Ни матов, ни 18+. Лишь истории, которые можно слушать всей семьей, пока тенистый сад за окном шепчет стихи Саади. Знаю, многие из вас пишут в комментариях: это глоток свежего воздуха. Я читаю каждое сообщение, даже если в нем лишь один смайл. Но вот беда. Алгоритмы соцсетей капризны, как ветер в пустыне. Если вы не нажмете волшебную кнопку «Подписаться», новые выпуски могут потеряться в бескрайней ленте. А потом, найдя их случайно, вы решите: это же старое видео. Но нет, это новая жемчужина, которую вы просто не увидели вовремя. Приглашаю вас в мой дом, уютный как дедовский топчан. Нажмите «Подписаться». Вас ждут авторский дизайн, кадры, от которых захочется остановить время. Выпуски, выверенные как часы, никакой спешки, только глубина. Аудиосказки для взрослых и детей, чтобы даже в метро вы дышали воздухом древних городов.
Если верите, что слова могут быть лекарством, а история учителем, давайте пройдем этот путь вместе. А я, как странствующий дервиш, обещаю, в моем котомке лишь свет, знание и благодарность за ваше доверие. С любовью, ваш проводник в мир, где душа важнее золота. Подписывайтесь, чтобы не потерять тропу.